Всем огромный привет, с вами Юлия. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня особенно сильный день. Это день моего рождения, сегодня 1 июля. Я снимаю это видео 1 июля. Пускай этот день, тот день, когда вы смотрите это видео, будет очень-очень сильным для вас. Я желаю этого вам. А себе желаю тоже исполнения всех моих желаний, всех мечт, которые я загадала в этот день. В этот день я буду загадывать тоже много желаний. Вот, в свой день рождения хочу, чтобы это продолжало, либо начало исполняться. Итак, посмотрим сегодня чашечку, блюдце. И Таро нам в помощь, как подсказки, как объяснение. Плюс еще возьму Ленорман. В общем, я не знаю, я посмотрю, как будет с нами разговаривать сейчас высшие силы. А тема какая? Ближайший год от сегодняшнего дня плюс год, 365 дней. Посмотрим, какие события будут в вашей паре. Что будет, какой хэппи-энд, чем закончится, что будет у вас, между вами вот именно в этот период. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Ну, конечно же, событий будет много. Много переплетений, дорожек друг к другу. Хорошие и не очень события, естественно. Будут обнимашки, будут встречи. Ну, по крайней мере, вот уже несколько встреч я вижу. Нежность. Нежность при встрече будет. Что еще? Есть дорога, дорога к вам. Одна из дорог, это в прошлом, я так понимаю, перед вот этой встречей была дорога, которая закрыта, вот прям крест на дороге стоял, четкие границы дороги, а на дороге крест закрытый. Закрыта, просто перекрыта дорога, прям шлагбаумом каким-то. Это может как физически так случиться, да, когда человек едет и просто его на границе не пускают, да, либо просто как родственники мешают. Здесь тоже может быть, что просто перекрыт. И он ищет другие ходы, другие пути к вам, но там тоже Луна смотрит прямо на него. Это какие-то все-таки зависимости, ну, я бы сказала, такая даже инфантильная какая-то зависимость от мнения, возможно, влияния, может быть, людей, которые рядышком. Но здесь наш парень, такой рыцарь на коне, очень низкого получился роста, который как будто бы пригнулся под гнетом. Это прошлое. Это все остается в прошлом. Все в прошлом. Что еще в прошлом остается? Какая-то каша в голове вот остается, я так скажу. Когда что-то... Голова набивалась какими-то стереотипами, какими-то страхами. Все это остается позади. Вас показывают, если вы женщина. Эта женщина сидит, вот как-то обложилась детками, как кошка. Но она сидит довольно достойно, так нож, ну, на земле сложенная, ножки так... лягушкой, да, вот как сидят. И много деток рядышком, ну, 2 точно вижу. Ну, это говорит о заботах, о каких-то делах, которые ваши. Это могут быть ваши проекты, да, либо ваши дети, либо ваши проекты. Вот, но вы как хозяйка, как истинная хозяйка, со всем справляетесь, абсолютно всегда у вас получается. Лицо грустное, но вы с этим справляетесь, смело справляетесь. Давайте я как картинку все-таки выложу вот так. Эту чашечку возле себя держу, чтобы смотреть. Так, что дальше? Итак, вот, естественно, в этот период у вас было общение, но как-то закрытое общение, да, когда вы вот были озабочены своими делами, своими проектами, детьми, всем, что в вашей голове тогда, да, и в вашем пространстве то, что вас занимало. То есть вам было чем заняться, вы развивались, голова светлая, проясняется. Кто-то шепчет вам на ушко что-то. Подруга, рожки у нее. Маленькая такая. Вы ее прислушиваетесь к ней. Рожки.
Рожки — это значит какие-то все-таки у нее неправильные советы. Ну, вы прислушиваетесь, но делаете свое, вижу. Делаете свое. Значит, правильно, не слушайте нехороших советов. Что там она вам советует, неизвестно. Угу. Но что-то есть. Человечек, который захотел бы вам что-то посоветовать, но трет нос ручкой. Трет нос — это значит врет. Врет. Прикольно показывают здесь. Прям такой чертенок женского пола. Шепчет вам что-то на ушко и трет нос. Трет нос. Очень интересно получилось. Что еще? Какие события в вашей паре? Ну вот именно с человеком вашим здесь, конечно, пока закрыты были дороги. Это остается в прошлом. Что в будущем? Покажите будущее. Год. Целый год. Здесь видны дорожки, но они как-то постоянно прерываются. Вот нет исхода какого-то, да, четкого решения. Даже если вы и встречаетесь, да, это может быть встреча как онлайн даже, да, как какая-то там хорошая нежная переписка, так и просто встреча с объятиями, но нет какого-то решения, вот конкретного подхода к чему-то, итога нет, вот договоренности хотя бы о чем-то. Ну вот я вижу объятия, постоянные объятия, как будто бы он хочет вас всегда обнимать. И, может быть, и встречи как раз будут такие с объятиями. Так, ну вот этот год, это, конечно, я больше вижу как бы такие встречи особо. Сейчас будем смотреть блюдце. Дорога есть. Дорога есть. В вашем что здесь еще? В мыслях у вас вот такая грустные мысли у вас. И, знаете, такое какое-то даже уже отчаяние, что что-то произойдет хорошее. Вот как-то так, что что-то произойдет хорошее. Но вот человек постоянно то ли хочет вас обнимать, раздевать хочет, так, это понятно. Тут вы в купальнике, и прям купальник этот с вас вот стягивает он в обнимочку. Может быть, кстати, проиграться какая-то летняя отдых, либо не летний, но в любом случае где-то в теплых каких-то местах. Вот. Но довольно так вокруг непонятно. Ну, здесь может проигрываться, как просто людей нет рядышком, вы одни. Что еще видно? Что еще здесь видно? Сейчас смотрю. Я бы хотела спросить у Таро, что это тут нам показали за отдых такой. Отдых, может быть, дороги. Да, дороги, отдых. Давайте посмотрим, что нам хотят так сказать. Угу. Но у вас, я вижу, что-то не будет получаться. У вас какой-то выбор будет даже этой дороги. То есть предложение, я так понимаю, будет вместе. Но ресурсов не будет для того, чтобы... Ну да, поначалу не будет даже как-то ресурсности, возможности нормально встретиться и хоть какой-то выбор сделать. Вот пока так вам говорят. То есть это как начало. Что еще? Может даже быть период, когда кажется, что все разрушено, и отношений просто нет. Вот такой период будет. Может, вы чувствуете разрушение после каких-то других отношений. Сейчас вот в такой девятке мечей находитесь. Но, смотрите, Паж Пентаклей говорит о том, что здесь идет выход на как вы как будто бы, знаете, научились чему-то, приняли это для себя и начинаете какое-то вот что-то по-новому. Будто бы находите определенную ценность в этом всем, извлекли и начинаете что-то вместе. Тут тройка Пентаклей об этом. А вот, пожалуйста, вместе. Посмотрим, что же такое. Угу. Ну да, здесь вот вы понимаете, что вместе можно чего-то достичь, вкладываться вместе в отношения. Встречи могут быть здесь встречи,
Как онлайн, да, вот для кого как, кто как воспринимает. Если кто-то вот физически встречается, здесь могут быть, конечно же, вот такие, знаете, вложения в отношения с обеих сторон, рост. Хорошо, встреча. Ну вот карта встречи все-таки есть. Будет немножко проще, когда вы станете на ноги. Вот тут вам говорят, что вы станьте на ноги, тогда будет немножко проще ориентироваться в этих событиях самостоятельно. Вы будете иметь какую-то основу под ногами и сможете правильно принимать решения, то есть легче принимать решения, быстрее. Хорошо. Хорошо. Посмотрю блюдце. Да нет, давайте я еще чашечку загляну, что там. Ну, здесь как-то рыцарь на коне, но он бежит влево. Он бежит влево. Назад, то есть тут как бы шаг вперед, два назад. Так, что еще здесь нам показывают? Здесь одни обнимашки. Вот я так вижу. Вы хотите его обнимать, то за спиной вот стоите, обнимаете. Здесь так. Очень нежные такие чувства. Ну, я вижу, что тут даже семейные оба человека. И семейные в плане чего? То есть была семья у одного, была семья у другого. И там есть дети какие-то, тут есть дети. Я вижу прям дети. Либо это проекты какие-то ваши, может быть, совместные. Вы можете что-то создать вместе. Либо, да, девочки, поэтому вот не обессудьте. Слушайте внимательно, да, то есть то, что здесь есть. Так. Давайте смотреть итог. Я хочу смотреть итог. Пускай нам покажут. Блюдце буду смотреть. Ну, смотрите, здесь рыбка. На рыбке гадкий утенок. Гадкий утенок. Птичка, да. Утенок держит в руках какой-то подарок. И смотрите, оседлал. То есть здесь что говорят? Большая разница между вами может быть. Может быть даже, знаете как, в чем-то разница. Кто-то выше себя чувствует, кто-то ниже. Либо тут вас, скорее всего, показывают, возможно. Либо молодого человека. Вот смотрите, как у вас проигрывается ситуация. Здесь идет момент, когда очень большая разница между людьми, и она якобы являлась препятствием. Но, смотрите, вам удалось оседлать такую большую рыбу, это счастье, вам просто удалось оседлать счастье. Вот, пожалуйста, идет такой вот утенок, да, сейчас, гадкий утенок, да, ну, я бы так сказала, потому что он несчастный, сидит, лапки впереди, что-то держит в руках и очень грустный, но он оседлал эту рыбу, большую рыбу, которая плывет. Ножка какая-то у рыбки. То есть вам удалось как-то попасть в какое-то общество, но вы сидите наверху. Вам будто бы удалось именно оседлать, и неосознанно даже как-то получилось так, что вы попали сюда. Хорошо. В какой-то круг людей. Но вы наверху. Вам уютно, вы крепко сидите там, буквально вросли. И рыбка очень добрая, да, она вот как-то плывет в правильном направлении и держит вас. То есть вы на гребне волны будете. Так, что еще с этим человеком здесь? Ой, девочки, смотрите, не знаю. Если смотрят меня ведьмочки, мои дорогие, это просто атас. Я сейчас покажу вам. Сейчас покажу. Смотрите внимательно. Ведьмочка со шляпкой. Видно всем? Вот такая шляпка, она смотрит, очень веселая, прям задорный носик такой. А здесь иерофант. Я бы сказала ждун, который поднялся. Вы знаете, вот фигурка ждуна, который сидит и руки сложил, вот этот толстый такой смешной. Ждун, у которого очень добрый, светлый человек, я бы так сказала, который превратился в иерофанта. Здесь вот венчание, девочки, не знаю, для всех, не для всех. Смотрите, если у вас человек негативный, здесь очень светлый человек. Он ни разу вам не причинял боли, ни разу. Поэтому, если такого человека нет, вот не знаю, сейчас же загадывайте себе на будущее, чтобы прямо вот сейчас Вселенная начинала исполнять это. Потому что здесь вам прочат человечка очень светлого, в светлых энергиях, очень светлых энергиях. Но на голове какой-то темный цилиндр такой, как волосы какие-то, либо шляпа, шапка такая странная. И какое-то существо тянет его вниз, но он держит вашу ручку, буквально целует вашу руку. Вот, смотрите. Целует вашу руку ведьмочки. Смотрите, ведьмочка такая с колпаком, такая веселая, задорная, прям платье. Вы темная. Но это не говорится, что темная личность. Вас, может быть, видят такой.
Но тут ведьмочка, возможно, вы как-то притянули к себе такого человека. Вот сейчас, если вы не думаете, что вы такая, давайте сейчас вот этот расклад, вся эта магия нашей сегодняшней встречи, такой сильный день, вы можете привлечь такого человека, светлого в свою жизнь. Но пускай вы будете самой светлой такой ведьмочкой, которая желает счастья и себе, и данному человеку. Нет в пространстве светлой личности, которая никогда не причиняла вам боли. Загадывайте такого человека. Просто загадывайте его сейчас. А не думайте о прошлом и не пишите мне в комментариях, что он меня, гад, предал, а вы мне тут говорите. Это не о нем. Это точно не о нем. Это другой человек, значит. Это тот, который светлый какой-то человечек. Он против... Ну, это просто интересно. Тут венчание. Тут венчание какое-то. Дон Кихот со своим копьем. Ну, вот тут прям особенно... в хвостике, вы как будто бы тайно можете повенчаться. Как интересно. Как интересно. Ну, у каждого будет проигрываться по-особенно, по-своему. Пишите, пожалуйста. То есть вопреки всему, вопреки каким-то родственникам, каким-то разницам, вы вот из этого гадкого утенка вырастаете в ту, которая смогла. Здесь какая-то победа. Что это за разница и что это за победа? Покажите, пожалуйста. Что это там? Загадки, утенок, ведьмочка, иерофант. Иерофант, посмотрите. Выбор, мечты какие-то. Исполнение мечты, девочки. Иерофант, пожалуйста. Ну, я прям не знаю, как, смотрите, с нами говорят сегодня такой сильный день. Здесь показали нам такого иерофанта. Ждун, который превратился в иерофанта, да, то есть он ждал, долго сидел, и наконец-то решил действовать. Вот так вот. А вы как ведьмочка. Ух ты, обтрусилась немножко засохшего кофе. Получилось так, что ваше лицо улыбается, колпачок, вы выше теперь стоите, колпачок на него наклонен, и вы смотрите на него с улыбкой, очень светлое лицо, в темных одеждах, в темном колпаке, как и он, но вы выше его. То есть вы понимаете, что вы достигли чего-то вот с ним. Интересно. Иерофант, ваше исполнение желаний. Тут вы, Иерофант, даже нам карты показали. Да, круто сегодня нам девочки показывают. День действительно очень-очень сильный. Ну что ж, я так скажу. Я на этом бы хотела остановиться. Смотрите, карта «Мир» говорит о том, что вы достигаете какого-то своего собственного счастья. Вы чувствуете себя центром Вселенной. Это, во-первых, какие-то ваши действия привели к этому. И вы понимаете, что вот то счастье, которое вы когда-то загадывали в своей жизни, вы достигли этого. Полное умиротворение, гармония. Здесь, кстати, может проигрываться даже человек через, ну, из другой страны, да, то есть тут как бы и полностью могут об этом говорить. Многогранная карта. Девочки, я не буду долго, наверное, задерживать вас. Я максимум хотела вот такого самого светлого выжать из этого видео, да, из этого расклада вместе с гаданием на кофейной гуще. Пускай же самое светлое, самое яркое, самое классное у вас реализовывается. Пускай, если нет такого человечка, пускай он будет в вашей жизни. Ну что ж, девчонки, было очень сильно. Я вам благодарна, что вы были со мной в этот день. Желаю вам самого-самого светлого, самого наилучшего. Пускай все ваши мечты сбываются. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.